А задумывались ли вы над тем, с кем вы проводите время, кого вы приглашаете на кофе, кто ваш друг? И этот друг за вашей спиной ворует у вас деньги, делая другие неприятности. Несколько дней назад у меня произошла такая ситуация. С моей банковской карты были сворованы деньги, $90. Мошенницу я вычислила очень быстро, буквально в те же секунды, минуты. Я проверила свой банковский счет и смотрю, куда пошли мои деньги. И там было написано, куда пошли мои деньги, имя. И имя человека мне известен. Это знакомая девушка, с которой я училась на косметолога здесь, в Нью-Йорке. И самое обидное то, что она приходила ко мне домой. Оказывается, она еще живет близко моего дома. У меня дома мы вместе пили кофе. Я готовила ей кушать. Я давала ей кушать домой. И вот она украла у меня деньги. А начало все очень интересной историей. Звонок. Какой-то мужчина, как потом это уже оказалось, что это ее напарники. У нее еще 2 напарника, а может быть даже больше напарников. Звонок. Какой-то мужчина позвонил мне и что-то говорит про какую-то фирму, работу. Я даже не поняла, о чем он вообще говорит. Я говорю, ну, напишите мне ссылку, информацию о вашей работе, о вашей фирме. В свободное время я прочитаю. На этом все. Через несколько минут, 2-3 минуты я читаю сообщение от какого-то неизвестного человека. Вы хотите купить золотой браслет в 2 цены дешевле. Я ничего не отвечаю. А потом на мою почту приходит сообщение, что с другого устройства был вход в Facebook. Как оказалось, такого устройства у меня нет. А мой Facebook она взломала. Но я еще в то время не знала, что это взломала она. Я уже узнала позже. Я пытаюсь зайти на мой Facebook и не могу войти. А мой Facebook заблокирован. Я обращаюсь в поддержку Фейсбука, чтобы восстановить мои пароли. Прохожу проверку, отвечаю на вопросы, которые я создавала, когда только создавала Facebook, я отвечала на вопросы. Facebook спрашивает меня другие данные, номер телефона, личные какие-то мои данные. Все это я прошла, и я возобновила мою страничку на Фейсбуке. Это очень интересно. Дальше. Я захожу на Facebook и смотрю, а в сообщениях написано, что мои $90 чек, пошли деньги на эту подружку, на эту знакомую. Вот это наша переписка. Вот эта девочка, с которой я училась, и была она у меня дома. А вот это чек на $90 получено. И она с моего аккаунта Фейсбука всем отправляла вот такую ссылочку. Вот эту ссылку она всем друзьям на Фейсбуке отправляла, в том числе и себе. Как будто это отправляла я. Но, конечно, это я никому ничего не отправляла. И вот такой пришел $90 на ее счет. И потом я уже ей писала переписку. Я ей спрашивала, зачем она это сделала. Но вначале я еще не знала, что это она. Просто у меня Facebook взломали. И я всем отправляла вот такое сообщение с моей странички. Я писала на украинском языке, на русском и на английском, чтобы все знали. Вот пару минут назад мою страницу на Facebook взломали мошенники. Писали смс-ссылку друзьям на Facebook, в том числе и мне отправили ссылку. Это была не я. Не переходите по ссылке, удалите ее. Я обратилась в службу Facebook и поменяла пароль. Моя страница восстановлена. Надеюсь, аферисты больше не смогут зайти с моей страницы. Дальше. Вот это на разных языках я писала, чтобы все знали. Потом я уже пишу еще одну. Вот, на русском читаю. Проверила банковский счет.
Аферисты сняли $90, но находятся в системе pending, что означает деньги не зачисленные на их счет. Я звонила в банк, заблокировала карту и заказала новую. Деньги мне будут возвращены из банка, но я еще утром пойду в банк, чтобы точно быть уверенной, что все хорошо. Не переходите ни по какой ссылке. Я ничего никому не отправляла. И на Фейсбуке вот это все то, что где я покупала, то есть куда уходили мои деньги. Вот. Это на самом деле так и было. Вот это я заказывать что-то хотела, потом отказалась. Потом я только один вот заказ сделала, купила кольцо. И вот пошли деньги к этой девочке. Вот, pending. Но они еще не зачислены ей на счет. Потом, когда я проверила мою банковский счет, мою карточку, конечно, в телефоне есть. Вот $90 pending. И написано, вот что это с Фейсбука. Зачислены деньги вот на дебетную карту вот этой девочки. И все. То есть сюда нажимаешь, никуда позвонить нельзя. Вот это то, что я нашла в банке. И я быстро звоню в банк. Я быстро в те же минуты позвонила в банк. И все объяснила, что вот так и так, я ничего не покупала. Меня взломали на Фейсбуке, и с моей банковской карты было снято $90. Но они находятся в системе pending, что означает в ожидании на русском. И мне объяснили в банке, что сейчас невозможно вернуть. Нужно, чтобы было пост. Пост это означает, что деньги уже пришли на ее карту. Тогда нужно будет оспаривать мою покупку, ну как будто покупку. Я сказала, хорошо, когда я увижу, что уже будет пост, тогда я вам перезвоню. Но я еще на следующее утро все-таки пошла в банк, чтобы точно все узнать, что и как мне вернуть деньги. Банк у меня Capital One. Если у кого-то похожая история, следуйте тем, что делала я для того, чтобы вернуть деньги. Я позвонила в банк, я пришла уже утром в банк, и мне объяснили, пока что у вас находится в системе pending. Нужно ждать несколько дней, пока будет написано пост. Тогда нужно будет оспаривать ситуацию. И я так и сделала. Это как раз было воскресенье. Я уже не думала, что в воскресенье можно будет связаться с банком, но в воскресенье утром я посмотрела свой счет, увидела написано пост, и я быстренько позвонила в Capital One банк. Я поговорила с representative человеком, который отвечает на звонки, и мне сказали, что деньги мне будут возвращены в течение 1-2 дня. Вот так выглядит банковская система в моей карте. Вот снова же $90, но уже пост. Как видите, в субботу. Это было ночью, когда я проверяла. А вот это ее дебетная карта, этой девочки. И можно было report a problem. И я сюда нажимаю. И вот такое получается call to report fraud или call to dispute transaction. Я нажала call to dispute transaction. Это означает оспорить перевод. Вот этот номер телефона, по которому я звонила. Вот сюда я нажала. И я общалась с representative. Представителем. И вот здесь уже появилось, что я отменила you cancel. Я отменила мой перевод. И сразу же на почту мне пришло письмо, вот что деньги оспорены, вот $90. Деньги доступны, но они пока в расследовании. $90 этих были успешно возвращены сразу же в воскресенье, в тот же день, когда я позвонила. Вот так они зачислены на мой счет, временный кредит. И потом на почту мне снова пришло письмо с этого банка. Написано, чтобы я назвала причину, почему я обращалась в банк.
И я написала, потому что у меня была проблема с мошенником, кто пытался украсть мои деньги с моего счета. А этой девочке я писала письма, но она меня просто проигнорировала. Я вообще была в шоке. Вот я писала ее имя. Зачем ты сделала это? Почему ты делаешь это? Вот, много всего я пишу. Вот сколько переписок ей, подтверждение того, что вот деньги у нее на счету. Вот что я пишу. Сегодня я звонила в банк. Конечно, они заморозили мой счет. Ты не получишь никакие деньги. Завтра утром я иду в банк, чтобы быть уверенной, что мои деньги вернутся на мой счет. Но это я писала еще в тот день, когда деньги, я поняла, в первый же день, когда она украла мои деньги. Написала, зачем ты сделала это, я так доверяла тебе. Вот смотри, где мои деньги, на твоем счету мои деньги. Дальше. На твоем счету мои деньги. Я написала, но деньги замороженные, деньги вернутся на мой счет. Я могу позвонить в полицию, у меня есть подтверждение. Вот и здесь написано, что я отправила ей деньги, но деньги будут возвращены мне на мой счет, если они не примутся 2 числа сентября. И вот здесь я на Фейсбуке уже писала. Я написала, если аферистка не ответит на мои вопросы, я просто скажу ее имя в Фейсбуке. И в банке тоже все покажу и расскажу. У меня есть доказательства, как деньги перешли на ее счет. Но ничего у нее не получилось. Я действую очень быстро. Вот такая неприятная история у меня произошла с близким человеком, которая была у меня дома, которая вместе со мной кушала, вместе кофе, чай пили, вместе что-то рассказывали, делились какими-то советами. На Фейсбуке у меня была зарегистрирована карта банковская, так как на Фейсбуке я покупки делаю и продаю что-то, поэтому у меня была карта. Сейчас у меня карта уже замороженная, уже я другую карту заказала, поэтому уже даже если кто-то захочет сломать и войти на мой Facebook, там ничего уже, никакие деньги снять человек не сможет. А на будущее, что я буду делать, я просто пустую карту, на которой вообще денег не будет, она будет на Фейсбуке для того, чтобы, если я что-то продаю, туда будут зачисляться деньги. А когда деньги туда зачисляются, я потом автоматически с программы уже с телефона могу перекинуть на другой счет. Поэтому моя карта всегда будет пустая. И даже если какой-то мошенник и войдет на Facebook, он ничего не получит, потому что моя карта будет пустая. Поэтому я каждому из вас советую, если вы что-то покупаете или продаете на Фейсбуке, всегда ставьте карту, на которой не будет никаких денег. И если вы продаете что-то, человек, покупатель, будет отправлять деньги на Facebook, Facebook отправляет деньги вам на вашу пустую карту. А уже с этой карты вы просто переводите деньги на другую карту, которую вы не будете нигде светить, не нужно ее, ни на каких сайтах. И поэтому у меня такой опыт, и я уже в следующий раз уже буду поступать по-другому, у меня будет пустая карта, и тогда никакой мошенник больше не войдет. А Capital One хороший банк, так как мне помог вернуть мне мои деньги, и мошенница ничего не получила. Так ей и надо. А что я планирую сейчас сделать? Я все равно хочу ее наказать. В полицию, конечно, не буду я обращаться, но наказать я ее все равно накажу. А каким образом? Я просто буду писать всем сообщения, это наши учителя, это все наши однокурсники, где мы учились на косметолога. Очень много знакомых, которые знают и ее, и меня. Я буду всем писать сообщения и показывать доказательства, что будьте осторожны с этой девушкой, потому что она ворует деньги и может... Она украла у меня деньги, ну, конечно, пыталась украсть, но ей это не получилось. Не получилось просто потому, что я действую очень быстро, и я всегда проверяю мой счет, я всегда могу мыслить
интуитивно, я всегда чувствую, что здесь что-то не так. Я увидела вот эти сообщения, этот звонок, я поняла, что здесь что-то не так, потом зашла на Facebook, увидела, Facebook заблокирован, не могу войти, и поэтому это все по-быстрому, по быстрых следах я смогла это все сделать и быстро вернуть мои деньги. А вам желаю, будьте аккуратны с теми людьми, с которыми вы проводите время, которых вы приглашаете домой, с которыми вы путешествуете или с которыми вы живете. Будьте аккуратны и не доверяйте. А если даже и произойдет у вас такая ситуация, просто действуйте очень быстро. Сразу же звоните в банк, делайте все то же, что делала я. Если это произойдет с Фейсбука, быстренько разблокируйте Facebook. Нужно обращаться в службу Фейсбука. Фейсбук поможет вам. Вы будете отвечать на вопросы, и вы сможете поменять ваш пароль, и у вас ваша страница будет восстановлена. Потом, когда вы проверьте свою карту банковскую, если вы увидите, что какие-то деньги пошли не туда, где нужно было, что это не вы делали эту покупку, быстро звоните в ваш банк и говорите, что мошенники пытались украсть ваши деньги, что вы хотите заморозить вашу карту и получить другую карту. И тогда вам банк быстро заморозит ту карту, больше никакой мошенник не сможет ничего сделать, и вы получите другую карту. А деньги, они не в тот же день могут вернуться, потому что еще в ожидании находится статус этой транзакции. И нужно ждать, когда уже будут деньги получены, но все равно в банк звонить нужно. И когда деньги уже получены, снова быстренько звоните в банк и говорите, что я хочу отменить транзакцию, потому что это не я делала эту покупку, это делали мошенники. И банк быстро среагирует и вам вернет ваши деньги даже в тот же день. Хотя мне в банке сказали, что деньги в течение 1-2 дней. Но в тот же день мне получилось вернуть мои деньги. Я надеюсь, что вы сделали какие-то выводы из моей ситуации, и я сделала мои выводы. Мне было бы очень интересно послушать ваши истории. Были у вас какие-то ситуации, что ваши близкие люди, друзья или, может быть, родственники делали вам вот такие какие-то неприятности за вашей спиной? Просто было бы очень интересно это узнать. У меня таких ситуаций было разных, много, ну, конечно, и по поводу денег немного было, а по поводу разных других ситуаций было, может быть, когда-нибудь расскажу. Но вот в ближайшие дни, 2 дня назад, вот у меня произошла такая ситуация, но она успешно закончилась для меня. Я рассекретила мошенницу, узнала, теперь я больше ее не подпущу к себе, она навсегда останется мне никем. Я заблокирую ее на Фейсбуке, я всем расскажу, кто она такая, и всех предупрежу, и учителей, и однокурсников, и знакомых общих, поэтому все будут уже знать, то есть она будет иметь позор. И еще самое странное то, что я писала ей столько сообщений, и она просто проигнорировала меня, она даже не ответила мне ни на одно сообщение. А что ей сказать? Ей сказать-то нечего. Она не может сказать ни да, ни нет. Ну ничего, если она вот так сделала, значит все будут знать, кто она такая, что она мошенница. И доказательства у меня есть. У меня есть фотографии, куда ушли мои деньги. Но самое приятное то, что все благополучно закончилось для меня. Деньги у меня на моем счету вернулись, а мошенница будет еще наказана. А также она будет наказана судьбой, потому что такие грязные деньги, они никому не приносят счастья. Я даже ей и написала это, что такие деньги тебе счастья не принесут. Если ты кого-то другого обманула, но меня не получилось обмануть, но я уверена в том, что она уже обманула других людей, поэтому я так и написала ей, что тебе не принесут счастья такие грязные, такие деньги. Ну, это, можно сказать, слезы, а не деньги, потому что люди могут откладывать эти деньги на что-то, могут люди болеть, и, может быть, какие-то планы в этих людей, и она вот так просто этим занимается. Поэтому это ей не принесет ничего хорошего. Наоборот, это принесет ей очень много неприятностей. Вот я знаю очень много таких историй, где богатые люди
Вот когда я имела дело с одним риэлтором, он мне рассказывал, что есть такие дома, он мне говорил, где, и я знаю адреса, где находятся дома миллионеров. Эти дома стоят несколько миллионов долларов, и они просто пустые, потому что владельцы, они просто умерли, их даже семьи умерли, они занимались черными делами, они были врачами, они там занимались какими-то продажами органов, ну что-то криминальное они делали, очень много криминального, и те люди, они просто умерли, и их семьи умерли. В одного мужчины дочка переходила дорогу молодая, и просто ее машина насмерть сбила. Ну, то есть нельзя делать такие грязные деньги, не нужно этим заниматься. Если вам не хватает денег, найдите что-то такое, то, что будет вам приносить удовольствие и другим людям, а не в ущерб кому-то. Только так такие деньги вам принесут счастье и будет умножаться, будет больше и больше денег. А если вот таким заниматься, конечно, деньги они придут, но они быстро уйдут. Даже если они уйдут, может уйти не деньгами, может уйти здоровьем и жизнью близких, и даже собственным здоровьем. Таких много ситуаций, поэтому я никому не советую делать какие-то грязные деньги на чужих слезах. Не нужно этого делать. Поэтому то, чем занимается вот эта девочка, она еще пострадает в какое-то время и сама не будет понимать, за что она пострадала. Потому что она обманула многих людей, и это деньги, это слезы, это людские слезы. Ну, я наказала ее, и еще накажу. А вы, так же, как и я, делайте выводы. И внимательно присмотритесь к тем людям, с кем вы дружите. Ваш круг общения. Внимательно посмотрите. Всем спасибо за просмотр и спокойной ночи.